Hello everyone, we are Solana Baltic. My name is Ari and I'm one of the administrators of our organization, and this is our first official video. This format is really new to us because we really want to make the content more diverse for you guys. I really hope that you enjoy it. So today we had a really amazing opportunity to ask a few questions to the JSON event manager. So let's start. Меня зовут Анита. В данный момент я занимаю должность ивент-менеджера на многим, и, надеюсь, всем известном мероприятии в Таллине, аниме-фестивале и фестивале молодежной субкультуры, который называется JSON. На самом деле, там очень такая интересная идеология, потому что изначально фестиваль в свое время назывался JZone. Надеюсь, кто-нибудь из тех, кто будет нас смотреть, помнит этот фестиваль. Он назывался JZone на протяжении нескольких лет, и потом название немножко поменялось в сторону эстонского языка, назовем это так, потому что «цон» по-эстонски это «зона», и то есть как бы «J» от Japan, оно до сих пор осталось, а «zone» английское слово заменилось на «zone» эстонское слово, то есть получается в результате JZone. То есть это как бы японская зона, грубо говоря. Если мы говорим про ЯФ, то ЯФ — это фестиваль, который проходит уже с 2007 года и по факту является родителем нашей JSON. ЯФ — это фестиваль японского кинематографа, который проходит и по сей день, то есть это на данный момент отдельно стоящий фестиваль от JSON и от Pumpkin Fest, который до сих пор посвящен кинематографу. Это марафон японского кино и аниме, который проходит в Таллине. Если не ошибаюсь, в этом году он должен проходить летом. На самом деле, когда фестиваль уже сложен годами, в принципе, как только заканчивается один фестиваль, например, октябрьский, сразу же начинается подготовка к апрельскому фестивалю, то есть у вас работа идет, грубо говоря, круглый год. Но если мы рассматриваем вариант, что фестиваль, допустим, проходит в первый раз, то минимальное количество времени, которое нужно на подготовку хорошего качественного фестиваля, это как минимум полгода. По поводу конкретно традиции, к сожалению, у нас на данный момент нет никакой традиции, которая вот как-то из года в год, там, на протяжении многих лет была бы с нами, но поскольку над фестивалем сейчас в данный момент работает новая команда, я надеюсь, что мы привьем какую-то традицию, создадим ее и будем передавать ее вот из рук в руки, из года в год. На самом деле организация фестиваля очень четко делится вот на две такие крупные стадии. Вот преорганизация, все, что происходит, грубо говоря, вплоть до четверга перед мероприятием. В пятницу уже начинается подготовка к мероприятию и само мероприятие. То есть в организации до самого мероприятия, в принципе, форс-мажоров может быть очень много. Из таких первых, которые приходят на ум, это гости могли заболеть или у них могли поменяться планы, как, например, у нас несколько лет назад заболел жюри, и в последний момент его меняли, потому что, к сожалению, он не смог приехать на фестиваль. Могут быть какие-нибудь проблемы с типографией, что-то не так распечаталось, где-то там не допечатали что-то, и уже вот непосредственно перед мероприятием узнали, что где-то что-то не хватает, скажем так. Возможно, кто-то из партнеров, как, например, кафе, магазины, которых мы зовем, у них могли бы поменяться планы, и кто-то мог, например, в последний момент сказать, что он там не приехал. Если мы говорим про какие-то конкретные департаменты фестиваля, как, например, там отдел артист или отдел косплея кей-попа, там в последние дни перед фестивалем участники могут отменять свои заявки в силу каких-то своих личных обстоятельств и так далее. То есть от этого всего немножко двигается программа, немножко двигается как-то вот лейаут, расположение там на фестивале, что какой-то магазин может быть передвинут куда-то в другое место. И это все вопросы, которые как бы, они появляются спонтанно, но то они форс-мажоры. И ты должен решать их максимально быстро, потому что если у тебя посыпалось где-то одно что-то, у тебя посыпется относительно и все остальное. И на самом мероприятии это более веселая тема, потому что на мероприятии это одно большое кино, это один большой концерт, это вот когда у тебя все везде в движении, у тебя вот куча маленьких шестеренок, которые двигаются между собой и создают вот этот фестиваль, который мы видим. И вот эти шестеренки могут давать сбои, при этом очень такие масштабные, назовем это так. Как, например, не будем ходить далеко, будем говорить про предыдущий фестиваль Pumpkin Fest. Были проблемы с музыкой на самом фестивале, то есть вроде как
Есть специальная программа, которая уже имеет расположение всех звуковых дорожек, фотографий, картинок, которые будут появляться на сцене. Вроде как на репетиции все в порядке, все хорошо. Начинается блок, начинается выступление, и с музыкой что-то пошло не так. Например, в какой-то момент у нас на сцене аппаратура поймала какой-то глюк, и музыка несколько раз как бы колыбнулась, прервалась на долю секунды, потом заиграла снова. Конечно, участник, который находится на сцене в этот момент, испытывает лютейший стресс, потому что на репетиции все было хорошо, а на выступлении что-то пошло не так. Например, если опять же говорить про косплей, очень такой ответственный момент в начале дня конкурсного — это преджаджинг у участников, и участники могут не приехать вовремя, участники могут потеряться где-то в рамках фестиваля, в рамках здания, и вы им звоните, выискиваете их, или еще что-то происходит, и ты должен найти как бы всех людей, чтобы построить их в очередь, чтобы они прошли свой вот эту показ костюма преджаджинг. Может быть такое то, что, как опять же, если говорить про предыдущий фестиваль, это... В принципе, наверное, все проблемы, которые могут быть форс-мажорами на самом мероприятии, они так или иначе будут связаны со сценой. Потому что это такой, типа, самый ключевой момент, который вот очень сильно находится в движении во время всего фестиваля. И, например, утром на репетициях девушки подходят репетировать, включается музыка, оказывается, что это не та музыка, и выясняется, что они там во время подачи заявок или меняли музыку, или выбирали одно выступление из двух выступлений, у нас оказалось на флешке записана, грубо говоря, не та музыка. И то есть это вот форс-мажор, который ты резко должен решить, ты должен там найти ту музыку, поставить ее в систему, дать девочкам отрепетировать и так далее. То есть это вот то, что прям в моменте решается. В принципе, наверное, такие самые крупные форс-мажоры, которые как раз-таки были у нас на предыдущем фестивале, связаны со сценой, потому что в других частях фестиваля там были какие-то небольшие косяки, которые также решались очень оперативно. Наверное, это все. Надеюсь, в следующий раз их вообще не будет, потому что самое прекрасное — это вообще провести без единого форс-мажора. Как я сказала в самом начале, должность, которую на данный момент я занимаю в рамках фестиваля, это ивент-менеджер. И, в принципе, моя самая главная работа, я проверяю, слежу и координирую работу всех департаментов фестиваля. То есть это департамент косплея, кей-попа, арт-аллея, магазины, лекции. То есть все вот эти маленькие части фестиваля я являюсь таким небольшим связующим звеном, которое смотрит, чтобы вот все эти шестереночки, все эти департаменты работали вместе, сообща и сложенно. То есть это моя главная работа — следить за всеми департаментами и решать какие-то вот эти вопросы, там, решать проблемы по мере их выступления, назовем это так. Также в мои обязанности на данный момент входит общение с партнерами, общение с приглашенными кафе, магазинами, какими-то там торговыми точками. Там есть очень много мелочей, на самом деле. Если говорить про обязанности каждого работника нашей команды, там можно написать «Войну и мир» по количеству, вот по толщине написанного, потому что помимо каких-то вот этих основных обязанностей, мы все выполняем там огромное количество каких-то мелочных обязанностей, которые непосредственно нужны для того, чтобы фестиваль был проведен, фестиваль работал и так далее. Как, например, создание лейаута самого фестиваля, то есть расположение все на этажах, составление программы, отдельный человек этим занимается, отдельный человек занимается составлением всех визуальных каких-то материалов и так далее. То есть это как бы нельзя подписать под какие-то общие обязанности, но это вот все то, что мы растаскали, каждый себе по кусочку обязанностей, и как бы выполняем их помимо основной нашей деятельности, назовем это так. Можно вот сюда куда-нибудь просто вставить мем, вот этот с айсбергом, да, где вершина айсберга и низ айсберга, потому что на самом деле то, что видит посетитель, это очень маленький процент работы, которая сделана для фестиваля, которая вот эта подготовка фестиваля. И, в принципе, там 95%, наверное, того, что мы делаем, остается за пределами глаз посетителя. Как, например, вот самые такие базовые вещи, о которых посетитель не будет думать, но которые лежат на наших плечах. Где наклеены плакаты на фестивале, расположение каждой стрелочки, которая куда-то ведет на фестивале, где лежат какие-то информационные материалы, какие-то флаеры, буклеты и все остальное, это все придумываем мы изначально. Как построен лейаут фестиваля, то есть чтобы посетители, вот вы пришли, вы купили билет, куда вы идете сдавать куртку, куда вы попадаете в первые 5 минут нахождения на фестивале, это все проделывается до фестиваля.
написание программы полностью, о которой тоже вот простой посетитель не задумывается, потому что он приходит, он видит эту готовую программу, и он просто там выбирает, что ему более там интересно, и идет туда. Наша команда тратит не просто огромное количество часов, чтобы подбить программу так, чтобы посетители могли успеть максимально много чего посмотреть на этом фестивале, чтобы не было каких-то ситуаций, где одновременно 2 лекции одинакового какого-то формата, который, вот, например, вы там художник, и вы хотите посетить 2 художественные лекции. То есть наша команда следит за тем, чтобы эти лекции не были в одно и то же время, потому что вы же не можете разорваться, чтобы попасть на эти лекции и туда, и туда. То есть мы смотрим, чтобы программа была доступна полностью всем, чтобы все могли там посмотреть максимально много на этом фестивале. Работа с гостями, о которой тоже вот вы видите жюри, они есть, они классные, вы с ними там общаетесь во время фестиваля, но до фестиваля идет огромная работа в плане переписки, покупки билетов, бронирования отелей и всего остального. Вся типография, каждый пост в соцсетях, который вот вы видите, лайкаете, не задумываетесь о том, что стоит за этим фестивалем, там, сколько делали картинку, писали текст и так далее. То есть в целом вся организация фестиваля, вот, это то, что отнимает просто огромное количество времени, поэтому мы и работаем там, ну, как я и сказала, мы заканчиваем один фестиваль и начинаем уже подготовку следующего фестиваля, потому что фестиваль вот состоит из этого миллиарда всяких мелочей, которые останутся вне ваших глаз, но работу, которую мы проделали вот за эти полгода подготовки к фестивалю. Организационная деятельность для меня это что-то такое довольно-таки родное, то, что находится со мной где-то около сердца всю жизнь, потому что начала я довольно-таки рано, это были еще 2009 год, наверное, на тот момент, я попала в организацию аниме-феста в Риге и отвечала за конкурс видео, и это был такой мой начальный путь во всей этой деятельности. Дальше были организации всяких поездок на другие фестивали, организации каких-то митов, тусовок на улице, каких-то там сходок, назовем это так, организации небольших каких-то там пати в каких-то помещениях, грубо говоря. Косвенно помогала в организации Литовскому фестивалю НЯ в какой-то момент. Организовывали, у нас было в свое время такое небольшое гиковское движение, с которым мы тоже там какие-то тусовки в парке организовывали, пытались какие-то конкурсы делать и так далее. То есть я не могу сказать то, что до JSON у меня была какая-то постоянная организаторская деятельность, но где-то вот в разные этапы своей жизни, где-то что-то анимешное, где-то что-то художественное, где-то какого-то другого формата, но организация чего-либо всегда присутствовала в моей жизни. Просто она как вниз-вверх, делаем что-то, не делаем что-то, отдыхаем. Ну так, да, это вот, наверное, где-то начиная с 2009 года по сей день мы постоянно что-то организовываем. Мой первый фестиваль был в году так, в 2005-2006. Это надо ехать к маме домой, поднимать фотоальбомы, смотреть фотографии из первых фестивалей и переворачивать фотку и смотреть, какой год там мамой подписан. И с тех пор я поездила прилично и по прибалтийским фестивалям, большинство фестивалей уже даже не существует, по европейским фестивалям. Повезло один раз в Россию съездить на фестиваль в Питер. До сих пор посещаю всевозможные фестивали. Вот, например, в прошлом году мы наконец-таки с друзьями собрались и съездили в Германию на Дакоме. Очень классно, абсолютно другой формат фестиваля, огромнейший фестиваль. И на этот год уже запланированы поездки. И, в принципе, большинство фестивалей я, наверное, посещала все-таки как или гость, или простой визитор, но при этом были и фестивали, на которые я ездила и до сих пор езжу как участник Artist Alley, как, например, в этом году я подалась и планирую посетить Comic-Con Artist Alley, очень люблю это мероприятие. Ездила как жюри на некоторые мероприятия в своем далеком прошлом, назовем это так, и выступала в конкурсах косплея на фестивалях. И, в принципе, весь этот опыт однозначно сыграл огромную роль вот в той организации, которую мы проводим на данный момент с JSON. Потому что это многолетний опыт фестивалей, где ты подсматриваешь какие-то мелочи из внутрянки, где ты находишься вот на самих этих фестивалях, где ты участвуешь и видишь вот эту кухню изнутри, и ты в силу своей насмотренности, назовем это так, подмечаешь какие-то моменты, которые очень сильно помогают в дальнейшей организации, вот на данный момент нам в JSON. То есть, в принципе, наверное,
Это относится не только ко мне, это относится ко всей команде, потому что вся наша команда собаку съела на фестивалях, назовем это так. Типа у нас там и в Америку ездили на фестивали, и там в дальнюю Европу ездили на фестивали. И это колоссальный опыт, который помогает в организации. Наверное, моя самая любимая часть работы, но это такое, не то чтобы это какая-то часть работы в плане того, что я делаю, это какое-то вот общее событие, которое мне очень нравится в рамках организации фестиваля. Мне нравится видеть лица довольных людей, их радость, вот этот вайб восторга. Там, например, в рамках Pumpkin Fest я отвечала отчасти за музыку за сценой, грубо говоря. И то есть во время конкурса косплея я находилась непосредственно в зале из-за этого. И я была в восторге от того, как люди хлопали, кричали, аплодисмировали и так далее участникам. То есть вот это прям видеть вот этот восторг, вот этот крик, вот этот какие-то живые эмоции, это, наверное, любимая часть для меня в организации. Помимо вообще в целом организации, на самом деле я могу подписать еще один такой небольшой пункт. В целом видеть фестиваль целостный и состоявшийся, вот это прям классно. Это, наверное, тоже такое, то, что вот... Это, знаете, когда фестиваль закончился, вот во второй день, там, в 8 вечера, ты сидишь где-то в комнате, и ты понимаешь, что вот вы сделали это прошло, и это прошло классно. Вот это тоже можно, типа, дописать в список, что я люблю на фестивале. А про какие-то нелюбимые части фестиваля, ну, как таковых, вот именно тоже прям конкретных частей на фестивале нелюбимых, наверное, у меня нет. К ним я, наверное, могу отнести вот какие-то форс-мажоры. То есть, если что-то случилось, и даже когда мы решили эту проблему и решили ее классно, все равно остается факт того, что что-то произошло. И, наверное, вот этот факт какого-то типа изначальной проблемочки или косяка, наверное, можно отнести к нелюбимым частям фестиваля и организации фестиваля. По поводу нашей команды, наверное, первое, что я хочу сказать, у меня самая прекрасная, самая шикарная, самая замечательная команда просто во вселенной. Ребят, если вы будете смотреть это, я вас всех очень сильно люблю, ценю, спасибо вам, что вы с нами в организации JSON. По поводу того, как вообще набирается команда, как набираются волонтеры и вот все вытекающие вопросы. Самое главное для того, чтобы собрать основную команду, потому что, ну, понятное дело, то, что организация фестиваля, командная часть состоит из основной команды, которая работает непосредственно весь год над работой на фестивале, и волонтеры, и приходящие работники, которые, например, часть стаффа, но которая работает вот только на фестивале, или, ну, непосредственно волонтеры, которые тоже как бы выполняют свою работу непосредственно только в рамках вот 2-3 дней фестиваля, и все. Основная команда, самые главные критерии, как набирать эту команду, это брать людей, которые заинтересованы, которые любят это дело. То есть, если мы говорим про косплей, то это должны быть люди, которые близки к косплею. Если это кей-попу, художники к какому-либо виду творчества. То есть, самый главный критерий для нас при наборе команды — это брать компетентных людей на свои должности, которые разбираются непосредственно в работе, которую они будут выполнять. То есть, согласитесь, было бы очень глупо, то, что если бы, например, директор департамента, хотя, типа, такой должности как бы нету, директор департамента, но, например, ответственный за департамент артист-крафтер Залеи в нашем случае, был бы, например, не художником или не крафтером, а был бы, например, я не знаю, там, косплеером или кем-либо. Согласитесь, это довольно-таки глупо. Человек не понимает, как работает артист-аллея и как он может ее организовывать, условно. Или, например, там человек, ну, не знает, что такое кей-поп, и идет там в организацию кей-попа. То есть, понятное дело, то, что, вот, как я уже выразилась до этого, то, что самый главный критерий, это чтобы люди разбирались в том, что они делают. Второй такой пункт важный для меня, это, как я называю, это горящие глаза, потому что ты должен любить то, что ты делаешь, ты должен быть заинтересован в том, что ты делаешь, чтобы это не было нежелательная работа из-под палки или еще что-то, ты должен получать от этого удовольствие. И для меня это прям вот такой в организации нашей работы, нашей команды, это главный критерий, то, что когда мы там появляются какие-то новые обязанности и нужно что-то сделать, то есть всегда стоит вопрос, типа, ну, ты сделаешь это, тебе это интересно сделать, или это вообще, типа, не твое, и тебе это будет в напряг, и давай мы поищем другого человека, который этим займется. Это если говорить про основную команду. Если говорить про волонтеров, то с волонтерами все намного легче, потому что их фронт работы полностью отличается от организации целого фестиваля, и, в принципе, волонтерами может быть любой человек, который просто вот
хочет быть частью целого фестиваля, хочет помочь, хочет внести какой-то свой вклад. То есть на волонтерскую работу зачастую ты не должен прям очень сильно разбираться в косплее, кей-попе, арте-столе и так далее, потому что, как я говорю, фронт работы абсолютно другой. То есть волонтером может быть кто угодно. Так что, кстати, да, про волонтеров. Волонтеры набираются по заявкам, практически на всех фестивалях это так работает. То есть это не так, что мы предлагаем кому-то «будь у нас волонтером», это вот полностью открытый набор, где люди «я хочу быть волонтером», подают свою заявку, мы с ними списываемся, они приходят на фестиваль. Вот. Это, наверное, что касается вот тем, как мы выбираем команду и как нужно выбирать в нашем понимании команду. И, наверное, мне очень просто хочется затронуть эту тему, мне очень хочется затронуть тему конкретно нашей команды, потому что я говорю, я просто в восторге от нашей команды. Это реально это прекрасные люди, я люблю каждого из них, готова там обнять, поцеловать, там, не знаю, сделать все что угодно с этим человеком, потому что мы, в первую очередь, мы там большая часть наша команда, мы между собой друзья и приятели, то есть мы там не в первый раз друг друга видели, мы там уже на протяжении годами друг друга знаем, общаемся, тусим, ездим на другие фестивали и так далее. И вот та команда, которая у нас есть сейчас, которая вот занимается непосредственно на постоянной основе организации, то есть круглый год работает, это каждый человек занимает вот идеально свое место, он идеально разбирается в том, что он делает, у него глаза горят от того, что он делает, он там вот хочет круче, больше, лучше, и каждый человек из нашей команды вот буквально отдает вот всю свою душу для того, чтобы фестиваль прошел классно, то есть типа мы работаем на износ, мы работаем в кайф, и я надеюсь, что вот совокупность всех этих пунктов в нашей команде как раз-таки позволит нам провести 5-ю зону. Да, зачастую я называю не JZone, а зона. Это такое наше рабочее название, как мы называем фестиваль. То есть следующий фестиваль по рабочему названию у нас 5-я зона. Я надеюсь, вот эти качества и эти пункты позволят провести нам 5-ю зону прям максимально классной. После того, как мы прислушались к большинству фидбэка, который мы получили, после того, как мы посмотрели на какие-то пункты, которые мы сами знаем, что надо исправить, мы сейчас очень усердно всей командой работаем, чтобы фестиваль был прям бомбой. Я вас всех жду на 5-й зоне, очень хочу видеть каждого из вас. Вот, это что касается команды. Еще один пункт про команду, конкретно в нашем случае, который хочется добавить, это как вообще структуризация всей команды у нас происходит. То есть у нас есть самые главные наши директора фестиваля, которые являются создателями этого фестиваля. Это Артур и Татьяна. Это люди, которые принесли этот фестиваль в жизнь, которые проводят его вот с 2007 года, которые проводят ЯВ, JZone и делали все то, что мы видели в рамках этого фестиваля. Это вот прям наши мама и папа, грубо говоря, этого фестиваля. И дальше идем мы, команда, то есть у нас весь фестиваль разделен на департаменты. Департамент артисты крафтсерс аллеи, департамент флимаркета, косплея, кей-попа, коммерческой зоны и так далее. И в каждом департаменте работают там определенное количество людей, там по 2-3 человека. То есть, например, у нас на постоянной основе 3 человека в косплее, 2 человека в арт-столе, 1 человек в флимаркете, ну и другие департаменты. И то есть эти департаменты самостоятельно полностью вот ведут организацию своего дела. То есть департамент арт-столей, например, артисты крафтсерс аллеи, они полностью отвечают вот за организацию от А до Я, именно своей части фестиваля. И как я уже говорила до этого, вот я, как связующий всех этих департаментов, смотрю, чтобы все слаженно между собой работали, чтобы типа все там дружили, общались, не пересекались как-то там в каких-то проблемных моментах между собой, и чтобы вот прям на фестивале все проходило четко. Вот. Это что касается конкретно того, как у нас построена вот эта наша работа. То есть, типа, у нас полное доверие ко всем нашим коллегам, работникам, ко всем волонтерам. То есть, если у тебя на себя взята какая-то обязанность, например, там, ты организовываешь арт-столею, то к тебе никто не будет лезть с какими-то там вопросами, советами и всем остальным, потому что у нас в команде полное доверие. По поводу того, как принимаются заявки на фестиваль, в конкурс косплея, кей-попа, в арт-столе и в другие департаменты фестиваля, я не особо могу компетентно и развернуто. На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что, например, уже в данный момент с нашим приходом, с приходом нашей команды в JZone поменялась система номинаций в конкурсе косплея и в конкурсе кей-попа. Участники уже могли заметить то, что вообще структура построения призовых мест абсолютно другая. То есть появились новые категории, ушли привычные для многих категорий, то есть полностью структура вот этих мест
номинаций и их названий полностью поменялось. Это, наверное, такое самое сильное, отличительное что-либо, что мы можем сказать по поводу предыдущего фестиваля. А если мы говорим о спойлерах следующего фестиваля, вот тут надо как-то, да, очень тонко вам ответить, так, чтобы не проспойлерить и заинтересовать вас. Я бы сказала так, что как мы сейчас готовим следующую JSON в апреле, это будет что-то абсолютно непривычное для всех вас, это будет что-то абсолютно новое для многих, потому что мы поменяем очень такие основные привычные для посетителей моменты и принесем что-то очень интересное такое новое. То есть господи, на самом деле я бы с радостью вам выложила все на духу, что мы там готовим и так далее, но я предпочитаю все-таки поддержать какую-то такую завесу тайны, но вот, как я уже сказала, это будет что-то непривычное, это вот не как вы привыкли видеть JSON. То есть я надеюсь, вам понравится, очень буду сильно держать за это кулачки. Что я могу посоветовать другим организаторам фестиваля? В первую очередь, это набрать очень классную команду, с которой вы сработаетесь, с которой вы будете на одной волне, потому что, в принципе, классная команда, которая сплоченно работает между собой, это, в принципе, большая часть залога успеха фестиваля. Второе, что я хотела бы посоветовать, это не бояться придумывать что-то свое, придумывать что-то новое. Я понимаю то, что аниме-фестивали, комик-кон-фестивали и так далее, они примерно имеют какой-то свой такой паттерн, который все копируют, по которому все создают свой фестиваль и так далее. Но не бойтесь придумывать что-то новое, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь привносить что-то, чего не было до этого на подобных фестивалях. Включите свой полет фантазии, не бойтесь ничего, то есть главное, чтобы ваш фестиваль соблюдал рамки законодательства вашей страны, не более, то есть делайте все, что вам там душа угодно, не копируйте других, делайте что-то свое, делайте от души. Это, наверное, вот такие два основных пункта, которыми мы руководимся в организации своего фестиваля и которые хотелось бы посоветовать всем остальным. Не бойтесь делать, сделайте круто, все будет классно. Яфи — это имя кота красного цвета, который является маскотом нашего фестиваля.